Друзья, Claude Code уже, возможно, является самым клевым исследовательским инструментом на этой планете. Но секрет в том, что в него можно добавить еще кое-какие навыки для того, чтобы он стал просто элементом магии и раскрыл весь свой потенциал. Сейчас большинство людей используют Claude Code или подобные инструменты довольно тривиально. Они говорят: привет, давай сделаем какой-нибудь ресерч. И надеются, что такой подход приведет к каким-нибудь более или менее значимым результатам, что в принципе правда, потому что в Claude Code или в подобные инструменты встроен веб-серч, который может довольно хорошо серчить по вебу, даже в какие-то социальные сети залезать и делать довольно качественные исследования по заданному вопросу. Но мы с вами можем сделать лучше. Что если я вам скажу, что Claude Code можно научить взаимодействовать с вашим ноутбук LM не просто поверхностно, а так, чтобы он мог его полностью контролировать, загружать туда все источники, которые вы считаете нужными, просить Gemini, который живет внутри ноутбука LM, поработать с этими источниками, сделать всю необходимую аналитику. Как мы понимаем, это все будет сделано совершенно бесплатно, в рамках бесплатного юзаджа ноутбук LM. После сделанной аналитики мы можем попросить сформировать выходные документы. Это может быть инфографика, это может быть презентация, слайды, это может быть подкаст, да вообще все подряд, что только может нам выдавать ноутбук LM. И на всю эту красоту мы с вами не будем тратить практически ни одного токена. Как вам такая идея? Знаю, что звучит красиво, оно так и будет работать. К концу видео мы научимся это делать, но у меня для вас несколько базовых условий. Сначала ставим лайк этому видео, потом подписываемся на мой канал вот там внизу, оставляем какой-нибудь комментарий для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей и узнало больше про искусственный интеллект. Нам с вами понадобятся две базовых вещи. Сначала нам нужно зарегистрироваться в ноутбук LM, создать там аккаунт, это бесплатно. И там довольно хороший бесплатный юзадж. Создаем аккаунт, и больше тут нам ничего не потребуется. Также нам с вами понадобится установить еще один скилл, который называется Notebook LM PY. То есть, по сути, это специализированный Python API, который может взаимодействовать с вашим ноутбук LM через Chrome, через ваш браузер. То есть вам понадобится аутентификация. Соответственно, если вы через браузер входите в ваш ноутбук LM, то наш Claude Code с помощью этого скилла может получить доступ к нашему ноутбуку LM. И делать с ним вообще все, что угодно. Он сможет создавать ноутбуки, переименовывать их, удалять их, добавлять, удалять источники, начинать чаты, делать ресерч, забирать файлы, которые он там генерит. И, в принципе, куча всего, все, что вы сами можете делать с ноутбука LM. Поэтому я подумал, что если мы сделаем такой красивый workflow. У меня есть мой Claude Code, также у меня есть YouTube-канал, вот который мы сейчас вместе с вами смотрим. Что если я Claude Code дам доступ к своему YouTube-каналу, к его аналитике, он будет стучаться туда, забирать всю аналитику, например, за прошедший месяц, складывать это в мой проект Claude Code, превращать это в источники, эти источники загружать в ноутбук LM, и уже там внутри ноутбука LM говорит: сделай мне ресерч и сгенерируй инфографику. Мне кажется, звучит слишком хорошо. Ну, то есть, неужели просто управляя голосом можно получать вот такую качественную инфографику прямо к себе в проект Claude Code? Итак, я сейчас в своем Claude Code, вы тоже открываете Claude Code, либо другую ID-шку, которая у вас работает с нейронками и в которую можно устанавливать скиллы. Кстати, не переживайте, все ресурсы, которые мы сейчас с вами упоминаем в видео, я складываю в свою бесплатную телеграм-группу, заходите туда, переходите на эти ресурсы и сможете идти шаг за шагом по моему видео, так же, как я это сейчас делаю. Я открываю себе Claude Code в проекте, он совершенно пустой, за исключением парочки вещей. Здесь уже создан каталог .claude, в этом каталоге будут лежать наши скиллы, и здесь уже есть файл .env, там будут лежать credentials. Я сейчас объясню, для чего это нужно, это не обязательно опционально. Возвращаемся на наш GitHub со скиллом Notebook LM, переходим на пункт Installation, и тут мы смотрим, каким образом он устанавливается. Сначала нам нужно будет установить сам Notebook LM в систему, то есть тот самый API. Мы забираем эту команду, возвращаемся в наш Claude Code, нажимаем восклицательный знак для того, чтобы перейти в Bash Mode, вставляем эту команду, нажимаем Enter, и у нас начнет устанавливаться наш API. Я только что это делал, соответственно, сейчас не буду делать это повторно. Вы установите себе, это займет у вас буквально пару минут. После того, как наш API установлен, нам нужно поставить скилл себе в Claude Code, который будет уметь работать с этим API. Я забираю эту команду, возвращаюсь сюда, опять перехожу в режим Bash, вставляю и устанавливаю себе скилл. Так как, опять же, я это только что делал, если я раскрою сейчас свой каталог Claude, увижу здесь каталог skills, и здесь увижу уже каталог Notebook LM, и здесь файл skill. Это тот самый ключевой файл, который объясняет, каким образом работать Claude Code с API Notebook LM. Здесь, в принципе, расписано все, что возможно делать через этот API, и используя этот скилл, наш Claude Code научится работать с Notebook LM. Это круто. Кстати, обязательно первой командой введите Notebook LM логин
И Claude Code вам расскажет, что делать дальше. Это инициирует сессию аутентификации через ваш браузер в ваш же ноутбук LM для того, чтобы Claude Code получил токен доступа к вашему окружению. И после этого вы сможете задавать вообще любые вопросы вашему Claude Code по ноутбуку LM. Допустим, привет, какие проекты ты видишь в ноутбук LM? Задаем этот вопрос, нажимаем Enter. Видим, что инициируется команда Notebook LM List, потому что Claude Code знает, как теперь общаться с нашим Notebook LM с помощью этого скилла. И говорит, да вот же все твои проекты, я их всех вижу. Круто. По моей идее, нам нужна аналитика моего же YouTube-канала для того, чтобы отдавать это в Notebook LM. Каким образом мы можем достать аналитику моего YouTube-канала? Мы можем зайти в личный кабинет, просто посмотреть ее там и что-то, например, выписать. Конечно же, это не путь самурая, поэтому мы можем перейти в консоль управления моим аккаунтом, ввести в поиск YouTube и увидеть, что тут у нас есть YouTube Data API и YouTube Analytics API. Это два API, которые мы можем активировать для того, чтобы удаленно слать запрос в наш YouTube, стягивать оттуда всю нужную аналитику и потом с ней что-то делать. После того нам нужно будет создать нового клиента, мы получим там секретный ключ, клиентский ключ, и с помощью этих ключей мы уже сможем слать API-запросы в наш YouTube. Поэтому вы обязательно это делаете, либо вручную забираете аналитику YouTube-канала. Мы же пошли дальше, так как мы постоянно этим занимаемся. Мы написали свой собственный скилл, у которого есть ключевой скрипт, который называется Fetch аналитики. Здесь куча всего. В общем и целом, в соответствии с лучшими практиками того, как забирается аналитика YouTube, этот скилл учит Claude Code забирать всю необходимую аналитику для того, чтобы потом генерировать отчеты или медиакиты. Именно для этого скилла и содержится здесь папочка .env, потому что там хранится клиентский ключ, секретный ключ, и когда скрипт начинает выполняться, он забирает оттуда эти ключи, стучится в наш YouTube, забирает всю аналитику. Давайте посмотрим, как это делается. Так как скилл уже есть у моего Claude Code, мне достаточно сказать «достань аналитику», YouTube, нажать Enter. Мы видим, как задействуется скилл YouTube аналитика. Мы видим, вот она задействуется. И сейчас мы просто увидим магию, когда у нас прямо в этом проекте появится вся аналитика, все цифры по YouTube каналу. Как мы видим, он сейчас инициирует аутентификацию для того, чтобы постучаться в мой YouTube канал. Читает нужный Python скрипт Fetch аналитика для того, чтобы выполнить его. Теперь создает новый каталог аналитика. Вот у нас он уже появляется тут слева. И видим, как прямо в прямом эфире появляются все файлы с нашей аналитикой. Блин, выглядит как магия, конечно. Давайте, чтобы всю аналитику прям не просматривать, мы видим, тут есть Daily Overview. И здесь вот за последние 28 дней аналитика по подписчикам, по просмотрам, по лайкам, по комментам, вообще по всему, о чем мы только можем мечтать. Ну, конечно, мы это делали не для того, чтобы глазками это все просматривать. Тут довольно много файлов, и мы хотим, чтобы за нас ноутбук LM сделал весь heavy lifting и просто просмотрел их все и сделал сводный отчет, презентацию, либо какой-то репорт, либо медиакит, который мы можем потом отдать нашим рекламодателям, допустим, если мы размещаем рекламу. Итак, у меня есть аккаунт в моем ноутбуке LM. Здесь на данный момент я поудалял вообще все проекты, поэтому я возвращаюсь к себе в Claude Code и говорю такое. У меня в каталоге аналитика лежит вся аналитика и цифры по моему YouTube-каналу. Соответственно, я хочу, чтобы ты забрал все эти данные, все эти файлы и сделал их источниками, source, в новом Notebook LM проекте. То есть ты должен будешь создать новый проект, загрузить все текстовые файлы туда и после этого инициировать новый ресерч, новые исследования по этим данным для того, чтобы сформировать инфографику и отдать мне ее обратно в этот проект. Нажимаем Enter и видим, как, да, Notebook LM начинается. Он говорит, он проверяет статус моего Notebook LM. Вот, кстати, пока нет ни одного проекта. Он говорит, а хочешь, я тебе создам проект Ишинг? Давай, погнали, создавай. Идем, обновляемся. Видим, проект уже создан. Зайдем сюда. Давайте посмотрим, будут ли тут появляться источники. Видим, как просто ручки, вот они, начинают магическим образом появляться все источники из нашей папочки аналитика. Да, вот про девайс и все. Вот про географию. Да, статус сабскрайберов, подписчиков и полный summary. То есть все, что у нас лежит в нашем каталоге аналитика, идет прямо сюда. Класс. Сейчас он заканчивает с этим процессом, и мне кажется, что он должен инициировать создание инфографики. Находимся у нас на... И видим, как прямо в прямом эфире начинается создание инфографики. В каком мире мы живем? Конечно же, это все прикольно. Да, именно так мы, наверное, представляем себе автоматизацию рутинных задач. Согласитесь. Более того, когда эта инфографика создастся, он ее стянет обратно к нам в проект. Кстати, друзья, если вы только начинаете осваивать Claude Code, обязательно чекните мастер-класс в нашей про-группе. И вообще залетайте сюда, если
вы осваиваете искусственный интеллект, тут постоянно обновляющиеся материалы и крутой чат, где постоянно люди обсуждают всякие нововведения и новые тренды в искусственном интеллекте. Здесь есть где разгуляться и посмотреть новое. Кстати, туда же я положу исходный код вот этого проекта. Если, например, вы захотите использовать такой же скилл для YouTube, то вы, конечно же, сможете скачать весь исходный код, найти папочку .clod, забрать отсюда скилл, закинуть уже в свой проект и там инициировать его вызов. И у вас вот такая красивая аналитика будет сохраняться. Но тем временем он говорит, я жду до сих пор артефакта, и мы видим, что артефакт complete. И он говорит, давай-ка я его скачаю прямо из твоего ноутбука. Ну давай, скачивай, конечно, дружище. И видим, как появляется инфографика прямо у нас в нашем рабочем проекте. За последние 28 дней у нас почти 300 тысяч просмотров. Спасибо вам большое за то, что смотрите. Да, 97% мужчин. Привет, мужчины. И 3% девушек. Привет, девушки. Ладно, все остальное оставим для будущих рекламодателей. И теперь мы видим, как мы буквально общаясь голосом или просто отдавая команды Claude Code, вообще зациклили весь процесс и сделали полноценного помощника для аналитики. Но это ли не прекрасно? Теперь каждый раз, когда нам нужно собрать аналитику, мы можем просто сказать, сделай аналитику, аналитика падает к нам в проект, потом скажем, а теперь в ноутбук LM и сделай инфографику, все это улетает туда, инфографика появляется у нас здесь, мы отсылаем куда ее нужно или изучаем сами. Друзья, на этом все. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк. Все источники, которые мы обсуждали, в бесплатной телеграм-группе, Claude Code мастер-класс в платной телеграм-группе, там же будет исходник и инструкция о том, каким образом пользоваться YouTube аналитикой. Заскакивайте туда тоже обязательно. Ну а на этом все. Пока.